Добро пожаловать в волшебный мир московские гуппи. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я рад приветствовать на канале Московские гуппи. Друзья, сегодня очередной ролик из серии «Домашний аквариум для гуппи», в котором я расскажу вам, чем мы кормим наших рыбок. Все, кто нас давно знает и смотрит наши ролики, помнят, что мы регулярно рассказываем о рационе питания наших гуппи. Но дело в том, что мы этот рацион постоянно меняем, и поэтому возникает необходимость периодически возвращаться к этой теме. Но начну я немного издалека. Наше достаточно долгое занятие по разведению селекционных линий гуппи показало, что грамотно составленный рацион питания приводит к тому, что рыбки быстро растут, реже болеют, имеют крепкий иммунитет, яркий, насыщенный окрас и великолепные плавники. Пренебрежительное отношение к кормлению рыбок мы считаем недопустимой ошибкой аквариумиста. Еще мы считаем, что желательно иметь в аквариуме как можно более схожие по темпераменту, размерам, поведению и рациону питания аквариумных рыбок. Вот, к примеру, в этом нашем аквариуме мы видим, что рыбки Папандета фурката очень быстрые и шустрые, а, например, гуппи альбиносы достаточно меланхоличные и медлительные. Поэтому в процессе кормления, если не обращать на это внимания, вы не заметите, что часть рыбок будет просто постоянно оставаться голодными, будучи объедены более шустрыми соседями. Это тоже надо учитывать, когда вы подбираете корм для ваших рыбок. Но теперь вернемся к нашей основной теме, чем мы кормим рыбок в этом аквариуме. Напомню вам, что сейчас в нем живут 6 улиток теодоксусов, 2 креветки амана, 3 сомика атоцинглуса, 6 рыбок Папандета фурката и 16 гуппи обычных и альбиносных форм. Креветок, сомиков и улиток каким-то специализированным кормом мы не кормим. Предполагается, что улитки и сомики питаются обрастаниями в аквариуме, а креветки амана подъедают корм, который остается недоеденным рыбками. Проблем с каким-либо специальным рационом питания для Папандет фуркат у нас тоже не возникало, так как они прекрасно питаются тем же кормом, что и гуппи. Так как и чем же мы кормим рыбок в этом нашем домашнем аквариуме? Итак, кормим мы их 2 раза в день, утром и вечером. Утром кормим живым кормом, а так как мы разводим его сами, то практически каждый день он у них новый. Вот, например, здесь вы видите, как Юлия дает рыбкам полакомиться живой маточной артемией. Возраст этой артемии 2 недели. Она еще не очень большая, но, как говорится, уже нарастила мясо. Наши наблюдения показали, что более крупные артемии становятся слишком крупной пищей для гуппи, хотя те же Папандета фурката с ними справляются без проблем. Мы сравнительно недавно научились разводить эту маточную артемию, но уже оценили полезные свойства этого вида живого корма в полной мере. Еще одно лакомство, которое с удовольствием поедают наши рыбки, это водяная змейка, более известная многим как червь аулофорус. Так как этого червя мы культивируем уже давно, то на нашем канале, если кто заинтересуется им, вы найдете гораздо больше информации в других наших роликах, в
которых мы подробно рассказываем, как мы его выращиваем и содержим. Но если коротко, то червь аулофорус – самый безопасный корм для подросших мальков и взрослых аквариумных рыбок. Аулофорус – близкий родственник трубочника и также относится к классу малощетинковых червей. Учитывая то обстоятельство, что здорового трубочника сейчас практически не найти, то, заменив его аулофорусом, вы обеспечите своих рыбок качественным, высококалорийным живым кормом. Аулофорус не намного уступает трубочнику и по калорийности, и по питательным свойствам. На этом корме вы можете выкармливать гуппи, меченосцев, малинезий, пицилий, скалярий и так далее. Так как этот живой корм выращивается в домашних условиях, то риск занести в свой аквариум какую-либо заразу практически сведен к минимуму. И на этих кадрах вы сами видите, с каким аппетитом наши рыбки уплетают его за обе щеки. Еще один живой корм, которым мы кормим наших рыбок в этом аквариуме, это гриндаль. Кое-кто его еще называет горшочным червем. Разводить и поддерживать жизнедеятельность гриндальского червя очень просто. Он не требует ежедневного ухода, кормить его можно раз в несколько дней, он быстро восстанавливает численность колонии. И по своим питательным свойствам гриндаль ни в чем не уступает трубочнику и аулофорусу. Более того, из-за большой калорийности кормить рыбок, взрослых рыбок, гриндалем рекомендуется не более 1 раза в неделю. Ну и, конечно же, мы кормим своих рыбок в этом аквариуме таким универсальным живым кормом, как наупли артемии. Наупли артемии – это только вылупившиеся в результате инкубации рачки артемии. Наупли очень любят есть не только мальки, но и взрослые рыбки небольших пород. Таким относятся гуппи и папандета фурката в том числе. Вот на этих кадрах как раз вы можете видеть, как аквариумные рыбки с аппетитом поедают этих самых рачков. И заканчивая тему живых кормов, которыми мы кормим наших рыбок, хочу еще раз отметить, что мы эти корма выращиваем и разводим сами. Такой подход позволяет обезопасить наших рыбок от внешних инфекций и паразитов. Я хочу обратить ваше внимание, что в рационе питания нашей гуппи нет замороженных кормов. Почему мы приняли такое решение? Ну, вы можете так спросить. Ответ прост. Замороженные корма не могут гарантировать безопасности нашим питомцам. Мы не можем проверить, каким образом производились и транспортировались эти корма до конечной точки продажи, и как он хранился на ней, соблюдается ли необходимый температурный режим хранения и продаж. Кроме того, есть проблемы с живыми кормами, такими как трубочник, мотыль или каретра, которые зачастую вылавливаются в водоемах с не самой благоприятной экологической и эпидемиологической безопасностью. Многие аквариумисты со стажем наверняка сталкивались с этими проблемами и понимают, о чем я сейчас говорю. Да и мы столкнулись много лет назад с некачественным замороженным кормом. Мы чуть не потеряли всех наших гуппи, накормив их замороженным мотылем. Друзья, это наш личный опыт.
Наше решение не кормить такими кормами наших рыбок, и мы его, этот опыт, никому не навязываем. Еще раз хочу добавить, что излишки всех вышеперечисленных живых кормов домашнего разведения мы продаем на птичьем рынке в Москве, а также отправляем с нашими рыбками в регионы. Ну, живые корма – это, конечно, очень хорошо, но не стоит забывать и про сухие корма. Как я уже говорил ранее, взрослых рыбок, таких как в этом аквариуме, мы кормим 2 раза в день. Один раз, как правило, утром – это живой корм, и второй раз уже вечером кормим сухим кормом. И в этом случае мы также чередуем эти сухие корма. На сегодняшний день используем в своей практике следующие виды сухих кормов. Первый – это специализированный корм Tetra Guppy Flakers и Tetra Guppy Color. Эти корма разрабатывались специально с учетом пищевых потребностей гуппи и других живородящих карпозубых, например, пицилий, малинезий, меченосцев. Это мини-хлопья, которые некоторое время плавают на поверхности, прежде чем медленно начнут тонуть. Так что они идеально подойдут для всех видов рыб, которые питаются у поверхности воды. Размер хлопьев разработан специально для рыбок с небольшим ртом, упрощая процесс потребления пищи. Разница между ними только в том, что формула корма Tetra Guppy Color содержит специальные натуральные ингредиенты, которые усиливают естественный окрас рыб. Еще один интересный корм из рациона питания наших рыбок – это гречишно-спирулиный корм от компании Aquamenu. Называется он ГСК-Ф. Он также выпускается в виде хлопьев, но, к сожалению, вот эти хлопья имеют размер XL, если брать международную квалификацию. И нам приходится эти хлопья измельчать, прежде чем кормить их нашим рыбок. Но это, наверное, пожалуй, единственный его минус. Во всем остальном, с нашей точки зрения, этот корм заслужил самых лестных оценок. Как уверяет производитель, в состав входит не только основные добавки, витамины и так далее, но и 10% спирулины. И это очень, кстати, похоже на правду, потому что сам корм имеет специфический, ярко выраженный запах спирулины. Ну, как я и сказал, кроме того, в корм входит 20% гречневой муки, 35% премиального качества рыбной муки, 10% травяной муки. Вот. Хочу отметить вот такой еще момент. Наши рыбки, имея в своем рационе питания разнообразные живые корма, сразу полюбили этот сухой корм, как только мы его стали давать. Это, знаете, такая вот редкость, на самом деле, они привередливы нас очень. И, наконец, еще один сухой корм, которым любят лакомиться наши рыбки, это стартовый корм Hitaри Plankton Later. Выпускается он в виде микрогранул 3 размеров от 0,2 до 0,6 мм. И хотя в его описании сказано, что это корм стартовый для мальков, но размеры гранул идеально подходят для того, чтобы кормить им наших гупяшек и тех же Papandette furcata. В состав корма также входят витамины, белки, водоросли спирулины и другие полезные и питательные вещества, которые обеспечивают качественное и полноценное питание для аквариумных рыбок. Кстати, когда мы кормим этим кормом рыбок, всегда появляются креветки Амана и пытаются отбить его у рыбок. Вообще интересно наблюдать за этим моментом. Ну, еще хочется добавить, что производство этого корма находится в Японии. Друзья, в принципе, я вам рассказал и показал практически все корма, которыми мы кормим наших рыбок не только в этом аквариуме, а и во всей аквариальной. Ну, может быть, за исключением декапсулированной артемии. Просто потому, что, как мы видим, корм у нас очень разнообразный, и в рационе питания для декапсулированной артемии у нас места уже не остается. Вот. В заключение я еще раз хочу напомнить вам простую истину, что ни в коем случае не стоит перекармливать рыбок. Это самая главная ошибка начинающего аквариумиста. Рыбки – это величайшие попрошайки. Они всегда хотят что-нибудь съесть. Не идите у них на поводу. Помните, что от переедания рыбки могут и помереть. Еще никто не сказал, что рыбки умерли от голода. А вот от перекорма таких исходов очень даже много.
На этом я заканчиваю. Добавить мне что-либо еще к вышесказанному мною нечего. Наиболее интересные ссылки мы поставим в описании к этому ролику. А если сам ролик вам понравился, то прошу поставить лайк. Вам всего доброго, до свидания и до новых встреч на канале «Московские гуппи». Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире Гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moscowguppy.ru.